В этом выпуске вы узнаете, как арендовать огромную студию, провести кастинг моделей, заморочиться с реквизитом, сделать полный детейлинг машины, найти несколько фотографов для съемки, а также дизайнера коллажа, стилиста, визажиста, оператора для бэкстейджа, затем собрать все это в одном месте и все ради одной аватарки. Когда-то я начинал вести блог как историю одной машины с необычной судьбой. Потом я на ней начал путешествовать, и это стало больше похоже на travel-блог. Сейчас я думаю, что в основном этот блог про автопутешествия как образ жизни. И вот я пришел из Инстаграма еще и в YouTube. И теперь стараюсь раз в неделю выкладывать выпуски о своих приключениях с желтым в разных концах света. Но у меня уже накопилось большое количество материала, не входящего в основные выпуски. Это разные интервью с интересными людьми, которых я встретил на пути, необычные мероприятия, которые удалось посетить, обзоры любопытных мест и нетривиальных гаджетов. Обо всем этом я и планирую рассказывать в дополнительных рубриках. Но начну я, пожалуй, с самого начала, закулисья того, как появилась та самая аватарка с 7 образами. Если вы подписаны на мой Инстаграм, то вы должны были обратить внимание на маленькую аватарку с белым фоном. Именно о ней сейчас и пойдет речь. А если вы еще не были подписаны, то сейчас самое время сделать это. Так как главным героем предстоящей фотосессии должна была выступить сама машина, то, естественно, я решил хорошенько привести ее в порядок перед съемками. И, естественно, в своей любимой манере увлекаться процессом поехал не на обычную мойку, а обратился в детейлинг-центр. Спасибо моим подписчикам, кстати. Там ее не просто снаружи помыли, а в течение 6 часов химчистили, покрывали жидким стеклом, вычищали мелкие отверстия кисточками из беличьего волоса и даже идеально вымыли все под капотом. Такой чистой она, пожалуй, не была с момента покупки на самом заводе. Вот уж не знаю, стоило ли так заморачиваться, если итоговая аватарка будет размером чуть больше почтовой марки. Но моя мысль пошла дальше. Раз уж я собирался устроить профессиональную фотосессию желтому, то решил выжать из этой затеи максимум и поснимать его еще с девушками для календаря. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А пока мне предстояло буквально ползком пересечь весь заснеженный город, чтобы, не испачкав бока, забраться в фотостудию. Я перерыл все возможные варианты и выяснилось, что во всей Москве есть только одна крытая фотостудия с циклорамой, куда мог поместиться Хаммер. Помещение красивое, просторное, но расположено в старом здании на территории бывшей фабрики в центре города, где одно из больших окон переделали в импровизированный вход, он же и был въездом. Представляете, каково это по 2 досочкам заехать на 4-тонной громадине в окно? В какой-то момент я уже было подумал, что вся затея под угрозой, потому что машина еле-еле проходила по ширине, буквально зеркалами касаясь проема. Но все, слава богу, обошлось. Сейчас я расскажу вам один лайфхак и уверен, что вы его оцените. К нему я пришел после празднования одного из Хэллоуинов. По задумке, на аватарке должно быть несколько образов, олицетворяющих основные тематики блога. И все эти образы были в разных одеждах и с разным реквизитом. Я не буду раскрывать вам это в деталях и решил предоставить это вам, сделав из этого конкурс. Обязательно досмотрите выпуск до конца, чтобы поучаствовать в нем. Так вот, для того, чтобы не обрастать ненужным в обычной жизни хламом, можно поехать в любой крупный сетевой магазин, строительный или универсальный. Не буду вам называть этих марок, вы и сами их прекрасно знаете. Выберите то, что вам нужно для оформления праздника или проведения съемок. Аккуратно попользуйтесь этим пару дней, не снимая этикеток и ценников. А затем спокойно отдайте обратно. Причем многие сети даже не просят сохранить чек. Просто более чем. Мысли вообще на поверхности, и я уверен, многие покупают себе именно для того, чтобы потом сдать. Но я ни разу не слышал, чтобы этим пользовались в профессиональных целях. Так что пользуйтесь на здоровье. Чуть раньше я рассказывал вам, что решил выжать из затеи с фотосессией для аватарки по максимуму. Поэтому решил также провести съемки для календаря. Что это за календарь? Есть известная тема девушки и машины.
Классика жанра, в общем-то. Ну, вы помните все эти стикеры на кабины дальнобойщиков и японские календари. Так вот, мне как-то подписчики посоветовали сделать подарочный календарь с желтым, и мне эта мысль запомнилась. Поэтому за несколько дней до съемок я объявил о кастинге на предстоящую фотосессию. Для кого-то это будет еще одним лайфхаком, но сейчас я вам расскажу о ТФП. Расшифровывается это как Time for Print. Это такой вид сотрудничества моделей и фотографов, когда все делается на безвозмездной основе. Моделям нужны фото для портфолио, фотографам кейсы и оттачивание мастерства. Мне повезло, что одна из моделей была еще и визажистом, и все девушки, кто был в кадре, были ею любезно подготовлены к съемке. Таким образом, я собрал на площадке реквизит и несколько моделей абсолютно бесплатно. Мне расческа нужна. Для кого? Ты какой честно делаешь? Ты как честно? Снимаем. Вот в таких пацанских условиях работаем. Я думаю, может парикмахером стать? А чё, вроде ничего так. Что, он сделал тролля? Для фото это очень будет читаем. А ну так еще полчаса стоит хотя бы. У нас будет фотосессия. Замечательную фотосессию. Никакие улыбки даже не метать. Все, говорите. Мы самые крутые на свете. Сегодня, да. У нас сейчас фотосет будет. И мы будем самыми сексуальными в Москве. Я сразу понял, что затея будет хлопотная, и поэтому решил позвать друзей на помощь в организации всего этого хаоса. Так, за мой внешний вид и помощь с реквизитом взялся хороший друг, звездный стилист Игорь Бунеску. Подготовкой машины на площадке занимался Рустам, человек, которого, кстати, не грех прорекламировать. Он в частном порядке на выезд приводит абсолютно любую машину в идеальный порядок. Так как времени на переодевание совсем осталось мало, то он же, кстати, выполнил роль дублера, заменив меня в съемках образа под машиной. Парень, который приехал на второй машине, еще один мой друг. Его вы можете помнить по шоу «Голос», где он выступал в финале. Это певец Сергей Арутюнов. С ним мы разделили студию. Ему нужны были фоточки для афиш и анонсов, а мне для моей задумки с аватаркой. А снимала бэкстейдж всего этого хаоса давняя подруга Лиза. Я их не увидел, правда. Но вижу потом на фото. А ты видела? Да, я Ну всё как тебе? видела. Нормальные? Или мужские лучше? И поставь, пожалуйста, их сам. Хватит. 42 минуты. Издеваешься, да? Фотографы так увлеклись съемками моделей, что совсем неправильно распределили время. В итоге мы все продлевали и продлевали студию. И уже под само закрытие у нас остался час, чтобы наконец снять основную идею – образы для аватарки. Я несколько раз переодевался, чтобы изобразить различные сферы интересов, которые раскрываются в блоге. Что это за образы?
А давайте проведем с вами небольшой интерактивчик. Придумайте забавные имена для каждого из 7 образов. И авторов самых интересных я обязательно покажу в следующем видео. Пиздец, конечно. Вообще пиздец, мои глаза этого не видели. Вот возьмите, пожалуйста. Посмотреть, выбрать звезду себе на счастье. Всего лишь ничего, $1000 и звезда ваша. Расскажи, в чьих ты штанах? Ладно. Зачем? Чтобы фотографировать. Вот так, как казаны. Вот типа такого. Собираемся. Ты рад? Да. И я. Все по домам. В целом, я остался доволен проделанной работой. Осталось все отдать ретушеру, чтобы он соединил все в единый коллаж. Сделали 2 версии. Универсальную с белым фоном для аватарок блога и YouTube канала, и еще одну с художественным фоном. Результат того стоил? Как считаете? Жду вас в комментариях. И да, не забудьте подписаться на обновление. Небольшой забавный такой интерактивчик. Вы... Небольшой забавный такой. А давайте сделаем... Друзья, давайте сделаем с вами забавный интерактивчик. Вы придумаете 7 интересных, забавных, классных шуток, шутеек. А давайте проведем такой небольшой забавный. Блять, зачем столько прилагательных? Все, в следующий раз мы точно запишем интересный интерактивчик. Вы... Не сломался. Назовите самые